И первое, что нам нужно сделать, как я и сказал, это установить Node.js. Открываем наш браузер и в поисковике вбиваем Node.js. Переходим на сайт nodejs.org и кликаем вот на эту кнопочку с надписью LTS. Это рекомендованная версия Node.js. Для чего нам нужен Node.js? Для того, чтобы наш компьютер мог выполнять код, написанный на JavaScript. Нам нужно использовать Node.js. Для каждого языка программирования есть такая определенная прослоечка между машинным кодом и языком программирования. Для JavaScript это Node.js. Устанавливаем. У меня уже установлен. Для того, чтобы проверить, все ли нормально установилось, нужно открыть терминал, либо не то нажал, извиняюсь. Открыть терминал, либо если вы работаете на Windows, то это CMD или PowerShell. Ну, в общем, это такое же терминальное окно. И здесь нужно вписать команду node-v и Enter. Если вы все правильно сделали, то вы увидите здесь версию вашего Node. Следующий шаг. Нужно установить IDE, ну то есть редактор кода. Это программа, в которой мы будем писать и редактировать код. Можно, конечно, это делать и в блокноте, но зачем использовать блокнот, если есть специальные для этого разработанные программы, в которых это делать очень удобно. Я расскажу про два редактора, которые мне больше всего нравятся. Первый редактор это очень популярный в Visual Studio Code. Также пишем в нашем поисковике в браузере VS Code. Вот, и переходим на сайт codevisualstudio.com. И здесь на главной странице сразу же видим кнопочка «Скачать». Скачиваем, устанавливаем стандартным способом. Я этого делать не буду, потому что у меня VS Code уже установлен. Второй редактор кода, которым я пользуюсь от компании JetBrain, он появился относительно недавно. И он разработан для ребят, которые занимаются автоматизацией тестирования. Называется он Aqua. Aqua IDE. Ну, можно перейти на сайт JetBrain. И вот здесь вот в Developer Tools самый первый из инструментов, инструменты разработчика. Здесь Aqua, самое первое. Нажимаем, переходим в Download Preview и нажимаем на кнопочку «Скачать». Также здесь можно выбрать операционную систему Linux, Mac, Windows. Я пробовал использовать IDE и первый редактор кода, и второй редактор кода. И на Linux, и на Windows, и на Mac. Оба отлично работают, и оба бесплатные. Так что качайте, устанавливайте, какой вам удобней. Следующим шагом нужно просто создать папочку, в которой мы будем работать. Либо делайте это стандартным способом, правой кнопкой мыши, создать, создать папочку, либо многие делают это через терминал. Например, перейти в рабочий стол. Кстати, нажимаем Tab, и у нас все дописывается. Вот мы сейчас находимся на рабочем столе. Пишем команду mkdir. На Linux команды такие же. И назовем нашу папочку, допустим, lesson io. Lesson WebDriver io. Вот так она будет у нас.
Так, все, папочка создана. Посмотрим. ls. Да, вот она, папочка у нас. Lesson в Divo. Мы можем продолжить работать здесь же, в этом терминале. Но это удобно делать в IDE-шке. Давайте я покажу вам, как дальше это все делается. Открываем нашу IDE, нажимаем кнопочку Open. Если это Visual Studio Code, то здесь либо вот здесь Open нажимаем, либо вот здесь нажимаем кнопочку Open Folder, выбираем нашу папку и открываем. Я буду использовать Aqua, нажимаем Open, выбираем рабочий стол и Lesson в Divo. Открываем. На сегодня это все. Всем пока.